Раз, два, три, семь. Всем здрасте. Ну ладно, будем честны. Здрасте ребятам, которые уже на Гамгунисе в записи посмотрят. Поэтому сегодня у нас Warplanes. Попытаемся полетать. Точнее, я попытаюсь полетать, попытаюсь что-то сделать. Вот, я там периодически вроде куда-то вылетаю. Вот. Раз в какое-то время. Вот, ну, не знаю, насколько я отрастил летный скилл, насколько это будет все более-менее смотреться. Тогда Twitch по-прежнему не идет, ну и ладно. Хрен бы с ним, потом разберемся с этим делом. А сегодня мы, как вы уже догадались, стримим на нашем любимом serbgame.ru. Вот. Попутно Яндекс.Дзен, да, ребят с Яндекс, привет. Подходите потихонечку. И, соответственно, хотели, да, еще на Twitch, на тот же наш сербгеймовский, но что-то он не работает сегодня. Сегодня какие-то лаги. Там. Вот, ладно. В любом случае, так, сейчас я прямой эфир выведу и выведу себя. Где это я? А вот он. Всем здрасте. И, Максим, заходите, пожалуйста. Здоруйтесь. Чё, кого? Коляну наколянить надо. Так, короче, первый, наверное, вылет будет у нас на бобре. Чё, шо за ебанина? Бобер. Как, почему он бобер? Потому что он бобер. Он из дерева? А почему здесь не совсем, наверное? Ой, есть же деревянный самолет. Так, что-то он там Так это парапланы эти, типа кукурузники, они же старые. Вот. И Фига себе ты кукурузник бомбардировщиком назвал. так, сейчас я звук потише сделаю у игры. Наверное, на семерочку. Полевой Ку. аэродром. Укрепрайон. Полевой, да. У игры есть замечательная особенность. Она в самом начале боя абсолютно на любой системе пролагивает. Вот сейчас через 4, 3, 2, 1 это будет видно. Оп. И все. И дальше нормально. Посмотрим. Полечу я наверх, наверное. Вы слыхали, как летят бобры, да? Ну, не те бобры, что с волосами. Я не знаю, почему так это принято вообще. Зачем? Почему они бомбардировщики называются бобрами? Вообще, я в первый раз в Вартундере услышал такой термин. Но там я вроде на них не играл. Вот, там что-то сложновато, по-моему, вроде на них. Вроде как. Не знаю. Но до Вартундера мы тоже доберемся, в конечном счете, еще раз. Я думаю. Вот и пошел сброс. Каках, да? Бомбари тут вообще разные, насколько я понял, и разные механики. Вот у американцев получается за раз вот эти вот Бэшка 32 за один раз по 20 этих мешков скидывает. Вот. Я, конечно, в Warplanes я вообще не разбираюсь. Вот. Если что. Поэтому... Я больше по этим самым, по картофельным танкам, так что... Ой. И тебе это самое. Чё?
Ой, это самое. И того самого на хвосте, да. Эбут. Чуть-чуть. Так я могу... Ты зачем веревку натянул Какую между веревку? кабиной и хвостом? А, так это белье сушить, что ты. А вы обычная практика, да? А то летать же опасно. Всякое. А ты на клавиатуре играешь или чё? А на чем еще? На гейпад? А я не знаю даже, как картофельный этот... он хватает гейпад или нет. Должен. По крайней мере, я когда последний раз заходил, первый и последний раз, там была поддержка джойстика этого самого, Джойстика который этого самого. туда-сюда наклонять. А, это этот... победил, да, этот такой, да? Да. И гейпада. Так, а Правда, меня... это было в году так 14-м. Вряд ли они убрали поддержку. Ну, кто их знает, потому что в каком-то... Подожди, в 15-м году... Это самый... 2:0. Здорово на ютубе, да, здорово. Нормально у нас все. Решили в кои-то веке вот на Сергунисе, на Сергейме, на обо всем почти цензурно, все-таки застримить. У нас стримы на другом канале проходят, но сегодня мы решили Warplanes здесь именно. Блин, я вообще чатов не вижу. Завтра, почему завтра что-то должно? Завтра, скорее всего, ничего не будет, будет послезавтра. Dragon Age будем продолжать Origins. Сасан. Здравствуйте. И Сан Андрес, да, там выходные будет. Завтра у нас разгрузочный день, похмельный. Вот, а в четверг, да, и потом, наверное, в субботу Сан Андрес. Я ж могу чаты вывести в окно. Можешь. Игра тоже нормальная. Ну, относительно. Я не знаю. Тут народу играет у World of Warplanes прямо супер маленькая аудитория. Прям вот вообще. Относительно даже кораблей, относительно... Не, ну понятно, танковая аудитория у них огромная. Вот этот СНГшный рынок, они на него ориентируются. Он большой. А вот в корабли у них тоже играют, и, ну, достаточное количество народу, но все-таки не такой большой, как в танках. А вот в Warplanes он где-то... Тут в основном боты. Вот посмотри, пол команды просто ботов. Все. Тут людей крайне мало. GTA 5 будет, GTA 4 будет, GTA Дойдем. 4 после Сан Андрес будет. Дойдем, да, конечно. А GTA 5, смотря что. А онлайн мы уже по пару лет как собираемся. Да. Поиграем. Не, ну сюжетку-то мы пройдем, я думаю, 5-ю тоже, потому что... Опять, в очередной раз. В очередной раз, потому что мы ее на PlayStation 3 начинали на PlayStation 4, на ПК не помню, начинали или нет. По-моему, не, на ПК не начинали, но вот сейчас, наверное, на ПК все-таки после... Сейчас у нас что? У нас на повестке GTA San Andreas, 4 стрима по ней было. Получается, надо еще добить ее, там, не знаю, еще стрима на 3, наверное. А может еще настолько же, получается. Вот. Потом GTA 4 с эпизодами, да, про этого Гэя Тони. Вот только про Гей Тони. Или ты Бикер тоже хочешь? Ну, байкер может быть, но она, на самом деле, она не очень длинная. Она Vice City не было. очень длинная и очень скучная. Vice City, посмотрите, пожалуйста, зайдите в плейлисты. Смотрите, пожалуйста, туда. Там есть пройденный GTA 3 и GTA Vice City. Так что это все пройдено. Метро Redux дойдем. Сейчас у нас слишком много на повестке игр.
пока не до исхода. Правильно я шо? Ой, не редукс, эксодус, да? Я не знаю. Зомби новые. Не планировали. Это ты имеешь в виду Doing Light или как Dying Light? Не планировали, даже первый не планировали. Я об его существовании вообще не знал особо. Так, мне сейчас на хвост сядет товарищ тяжелых истребителей. Поэтому надо это. Как их Их там засадит? целых два, а? Сейчас как засадит. Да, их целых двое за мной, поэтому нужно помощи попросить. Может быть, кто-нибудь прилетит. Сталкер 2 будет, ну, до Сталкера 2 надо дожить еще. Ну, когда он выйдет через 7 лет, тогда и будет. Сталкер 2. Не, ну вообще, Пускай не спеша. Сталкер 1 условно мы прошли на другом канале, на Гамгунисе. Короче, ну там ссылка есть где-то. Вот. На другом канале он пройденный этот зов Чернобыльской Припяти, или как он, не помню. Вот, и там мне просто задонатили кучу денег, чтобы я больше в это не играл. И я больше в это не играл. Вот. Потому что людям больно смотреть, как я играю в Сталкер. Вот, но второй, когда выйдет, мы обязательно стриманем. А танки будет, должно было быть танки, да? Танки у нас Но- тоже проплаченный стрим лежит, ну, условно. Там сначала на... ну я, наверное, может быть, совмещу, а может быть и нет. Там на 279-м очень просили покатать. Вот. И, ну, собрать его и покатать. И... Говоришь, проплаченный стрим, как будто тебе картошка заплатил. Ну, не картошка. Блин, если бы мне столько картошка платил, я бы каждый день их стримил. Тебя бы забанили. За что? За то, что ты всех там плеваешь. Ну, блин, что поделать. GTA 6. Ой, ну, GTA 6 будет когда-нибудь. Но выйдет она. будет ли он так хорош? Выйдет она через 12 тысяч лет, и тогда поговорим. Вот, а пока что говорить о GTA 6, если даже пока ни хрена не известно о ней. Что там будет? Не, ну понятно, будут геи. Как бы. С этим как бы вопросов нет. Метро 2 хороший финал. Метро 1 финал какой был. Самый правильный, самый качественный финал был. Единственного верного и правильного прохождения метро, то бишь моего. Вот. Все закончилось хорошо, все умерли. Вроде так Да. там было, да? Наверное. Я не особо следил. По край. Ребят, на Яндексе вы как-то это неактивненько собираетесь. Я не знаю, что там вообще происходит в Дзене, но можно поставить лайк, и Яндекс поймет то, что мы тут делаем, это хорошо. Вот, и начнет активнее давать нам денег на рекламу. Ладно, спасибо. Так, я что-то получил. Я, по-моему, где-то на днище оказался, вроде. Хотя нет, не все так плохо, где-то в серединочке. Так, 3000 опыта. Слушай, а я бусты, наверное, тут могу какие-то поставить? Как в танках же, да? Же есть такая функция. Вот это. Far Cry. Максим, что ты скажешь о Far Cry? Ну, первая часть красивая была. И все. Все, да. Так, я 100% в опыт самолета могу на 2 часа буст поставить. И полетим еще на бубрище. Ну, я, короче, играл в Far Cry, я как-то уже рассказывал, играю, и там как началась какая-то фигня творится. Я тут пришел людей убивать, а там какие-то монстры.
Мутанты. Но Это вроде оттуда был, да? мне второй Far Cry уже не по... Вот единственный Far Cry мой любимый, наверное, это первый самый, потому что второй что-то там с этими аванпостами какая-то херня началась. Третий, что-то, я не знаю, что его все так любят из-за этого Ваномаса или как его там, наверное, скорее всего. Да, антагонист там прикольный, это как бы вопросов нет вообще никаких. Вот, но в целом, как бы Far Cry 3 мне что-то не очень понравился. В 4, 5, 6, там сколько, 7, 10 тысяч, сколько их уже. Все вот это вот одно и то же. Вот, и там еще опидарили все в конец. Последних, Вот по-моему, двух частях. Мафию 2 прошли, Мафия да. 2 пройдена. Третью нет. Не И надо. треть не будет. Это не мафия. Это потный ни. Не Грилла с гаитянского квартала. Так точно. Не-не-не. Мафия. Не, на самом деле в Мафии третий сюжет есть, и он не такой плохой. О боже. Вот, но... в любом случае, это как бы никак не влияет на то, что сама по себе игра плохая. Называлась бы она по-другому. Ну вот, да, вот как может быть, вот возьмем тот же самый Андромеду, да, Mass Effect. Не прикрути название Mass Effect, а вообще вопросов не было. Ну выпустили вы второго плана игру, там, говнопроект свой, ну и хрен бы с вами, что вы херите. Ну, ладно, будем честны, в Mass Effect 3 уже похерили все, что было нажито непосильным трудом. 2 магнитофона, портсигар. Короче, там весь лор, все просрали к херам. Вот, и все, что ты делал, вообще все в задницу ушло. Вот, ну, Андромеда я вообще не знаю, зачем это было. Ну, блядь, собрали вы всех уродов, дебилов, дегенератов и отправили подальше в Андромеду. Правильно, в принципе, сделали. Я бы не стал в одной галактике с такими жить. Вот. Еще не очень понятно, этот протагонист, вернее, главный герой, или же наоборот. Мне вот кажется, то, что он скорее напротив. Вот. И вообще не понимает, что он делает. Так, у него такая биполярочка просто. Мафия первый пройдена. Смотрите Ты другой канал. про Mass Effect все говорил. Mass Effect будет когда-нибудь, Mass Effect. Andromeda. Andromeda, да. Вот там главный герой. Я первопроходец. Да. Подфиндер, носите меня на руках. Ага. Пойдем колонизировать миры. Кеты, давай их стрелять! Все, блин. По мне какой-то Лукашенко проснулся, блин. Какой из тебя Лукашенко, ты даже картошки не можешь сварить. Да. Белорусианец. Far Cry 4 не будет, Far Cry 5 не будет, Far Cry 6 не будет. Мафия 1 пройдена на Гамгунисе, на другом канале. Метро. Я не знаю, я по поводу метро следующего ничего не знаю, никакой информации не слышал. Я еще в Exodus не щупал, а вы уже про это самое. Не, я слышал то, что Глуховский работал над новой книгой по вселенной метро. Вот, но это было давно, и хрен его знает, когда он ее напишет. Напишет ли вообще. Вот. А по поводу игры, ну, не знаю, ну, скорее всего, если выйдет книга, ну, может быть, они опять вернутся к этой концепции, то, что, как первое 33-е метро, оно же, в принципе, концептуально была построена на книжной продукции, то есть нормально, метро 2033, и практически повторяла вот сюжет, там, за исключением пары деталей, но в целом там все слову книги. И финал такой же. Ну, там, правда, еще один финал добавили. Не знаю, но чтобы его получить, наверное, надо жопу себе порвать, и не только себе, а окружающим еще. Вот.
Потому что нам, Сегодня по-моему, это... нам писали, да, по-моему, что-то там нужно вообще никого не убивать и всем это... да, надо добрым быть. А, Никого не та... убей, не убей. а там невозможно вообще прям ну, даже, наверное, в половине ситуаций там невозможно. Там либо просто беги, никого не убивая, либо стреляй. На стелс там вообще не очень реально пройти это все дело. Хотя, не, ну люди что проходили, я ничего не говорю, но я рукожопый, я очень вряд ли с такой задачей справлюсь и не справился. Но в любом случае у нас единственно верная, единственно правильная концовка получилась. В смысле метро 2? Оно же не 2, оно же продолжение, и там оно вообще никакого отношения к книге «Метро 2034» не имеет в принципе. Там отдельные строили продолжение этого Артема. История же, Артема. да? Артема, да, как его там в субтитрах называют, Артем. Вот, оно, ну, в принципе, вполне себе самостоятельное произведение, как в лоре, во вселенной метро имеет вполне себе место быть. Тут чего не скажешь. Нормальная игра, в принципе. Хороший сюжет. Хорошая графика в редуксах. В принципе, неплохая. Хорошие баги. Да, хорошие баги. Все хорошее. Ничего не скажешь плохого. Про Мафию 4 вроде слышал слухи какие-то. Вроде бы там за двух персонажей. Но это опять же на уровне слухов. Там вроде за двух персонажей дадут по обе стороны баррикад поиграть. Собственно, за мафиозного товарища и за товарища полицейского. Что-то я высоко поднял слишком, не попадаю ни в куда. Ты в стратосфере. Да. 3600, наверное. Опущусь. 3500. Ну, сейчас я как опустился, так сейчас вверх полечу, потому что сейчас на хвост подсядут товарищи. Всякие. Еще раз повторюсь, я не специалист по картофельным самолетам. Поэтому, если что, туда-сюда. Че опять наверх? На 4000. Там хотя бы не достанут. А мы уже, по-моему... А, может, и не... Это самое, не всасываем. В Артундере бы уже давно насосали, мне так кажется, да? По 3 раза. Да. Вот, не, ну, бои... Нет, турбачи, как и в картофельных танках, случается. Вот самый быстрый бой в самолетах был, наверное, минута 50. Вот. Не, в танках можно слиться, это самое, турбач может быть и минуту занимать. Картошка такая. Картошка не была бы картошкой, да? Без трубачей. Картошка. Что-то я не с той стороны залетел. Ну ладно. Да, и все мимо. Еще пониже опуститься будет. Почти все мимо. Насасываем. Точнее, я. Как ты это. В самом начале еще высоко улетел и ни хера не попадал. Так, ваше здоровье, господа. Новые игры будут, ну мы это... Days Gone. Days Gone, да. Начали. Не так давно. Свежая игра, знаете ли. Относительно, да, свежая. На ПК. Не знаю, чё. Одиссей был. Assassin's Creed который. Интерактивный тур, правда. А? SnowRunner будет. SnowRunner.
Какой-нибудь фарминг-симулятор, может быть. Да. Мы еще тут так далеко туда не заглядывали. Потому что еще куча проектов, вот, которые у нас висят незавершенные. Тот же God of War. Вот. Мы обязательно дойдем до относительно новой части, вот, которая вышла в 2018 году, но вот только в этом феврале вышла на ПК. Вот мы обязательно до нее дойдем, но только перед этим нужно первый God of War пройти, второй God of War, Chainus of Olympus, Ghost of Sparta, третий у нас пройден, Ascension пройден, и вот потом вот после этих вот 4 первых, словно, да, God of War, потом уже вот God of War 2018 года придем в итоге. Я надеюсь. Сколько ПК или God of War на ПК сколько стоит? Его вы можете у нас на сайте найти. Забрать бесплатно. streamcube.ru. Заходите, забирайте. Постоянно список игр обновляется. Ну как постоянно? Когда меня что-то за жопу щипнет, тогда и обновляется. О каком GTA в финале говоришь, Алексей? Один нас. Один нас был. Один нас. Last of Us, который был, конечно, пройден. И Left Behind пройден. Смотрите плейлисты, там есть все. Либо здесь, на Сергунисе, либо на втором канале на Гамгунисе. Ну, там, либо там где-то есть плейлист. Так, ребят, сразу я в Яндексе вам скажу. Ставьте палец вверх, господа, у вас уже 50 собралось. Пожалуйста, активнее, спасибо. Вот. Вам 2 клика, а нам приятно. Яндекс будет активнее тоже продвигать стримы и другие видео. Вот. Стрим в Яндексе сохранен не будет, я его отдельно перезалью, потому что я не знаю почему, я свяжусь с их техподдержкой, почему-то видео, когда загружаешь, оно там спокойно в Дзене ранжируется, все нормально, просмотры там и прочее. Вот, но когда стрим сохраняется как видео после стрима, после завершения, он вообще нигде больше. Когда стрим идет онлайн, он ранжируется. Как только его выключаешь, он сохраняется как видео и больше все, больше никому не показывается. Поэтому, если стрим меньше 5 часов, я его буду перезаливать просто. Ну, а иначе толку-то от него, да? Так, попаду я хоть куда-нибудь. Мне уже кто-то на хвост сел. Почему они белые? Что белое? Эти иконки. Так это не нейтральные. Типа, тут же у тебя базы, получается, вот, аэродром, там, спутниковая связь, вызывать бомбари союзные. Вот, ну и точки просто укрепрайона. Нейтральный бомбишь. А я не знаю, ну это условно. Вот они есть вот нейтральные базы, там есть условные какие-то нейтральные защитники, да? Вот. И как бы либо красненькие, либо синенькие. Тут как бы двух вариантов нет. Вот нейтральные нужно захватить, а как красные вот отбить себе. Они, правда, еще не захватили. Сейчас я чувствую захватит. И мне здесь полетать придется. А давай лучше еще помощи запросим. У ботов. Вот. Мелвин это бот. GTA San Andreas финал скоро. Ну, как скоро? Мы сейчас в пустыне рванем, да. Сюжету. До 3-го города дошли, по-моему. Не, надо еще пустыни пройти. Еще, да ладно, не, подожди. На 3-м... Летная школа. На 3-й материк же мы приплыли пешком.
Ну, мы тут вот, это пустыни как раз. Чтоб до города дойти, надо еще миссий пару штук пройти. Мне уже на хвост опять кто-то сел. Наверное, скорее всего, даже не успею ничего сделать. Ну да, в целом. Урону, это тоже бот. Говорю, тут почти, даже не половина, больше половины, почти вся команда боты. Я говорю, у картофельных самолетов прям вообще очень маленькая аудитория. Прям вот супер маленькая. Так, надо себе отважного напитка пока налить, да? Проституточную вишню, в смысле это, Черри Найт. Было вино такое-то, я не знаю, может быть, до сих пор есть? Как она... Что-то там про монахиню был. Голая монахиня или как она? Голая грешница, греховная... Не знаю, что... Я не помню, как она называлась. Но... Душа монаха. Не душа монаха. Что-то там про монахиню. Или... Шаловливая монахиня. Не шаловливая. Что-то там с монашкой было связано. Не помню. Те ребята, кто постарше, я думаю, поймут, о чем я. Но это точно не портвейн. Ребята постарше поймут три топора. Вот это я тоже помню. Портвейн тоже пили. Что-то я опять слишком высоко где-то летаю. Мне уже кто-то по хвосту на пол хп почти это выдал. Остался центр. Ну, сейчас еще этот отдел связи, да, командный центр. Просрали. Я ж хотел это. Туда-сюда. Стакан не шел, не убежал. Куда? Со стола. Не очень здорово было бы. Так. 2, 4, 6. Плюс-минус. Надо пониже опуститься, конечно. То, скорее всего, я не буду попадать. Ай. Как развернуться-то? Захватили. Все. Теперь наверх обратно. Ты не спускался так? Ну я что-то на 3800, что-то на 3900 приспустился. Сейчас опять на 4000. Завтра ничего не будет. Четверг. Dragon Age Origins. Продолжим выполнять эти DLC-шные. Я на прошлом стриме, да, по дракону хотел DLC все пройти, но там что-то слишком затянулось все это дело. Вот, и... Когда-нибудь мы его пройдем. Я так рад буду. Так... Там еще долго, сейчас вот эти... Не, на самом деле не очень долго. Там сначала DLC, сейчас закончим, потом еще в Денериме, там в Эльфинаже надо немножко будет побродить. Там до финалочки уже прям вообще не очень далеко. Наверное, еще пару стримов, и третий, наверное, финальный будет. Вот. Пониже приспущусь. 3700, 3600. Так.
Вот, а потом, Максим, О, то. Чем ты угрожаешь мне? драконом, еще одним, там выходило обалденное дополнение под названием Пробуждение, Awakening. Зачем? А до этого нужно еще пройти, там еще DLC-хи были. Типа, ну они буквально час-полтора, я, может быть, их даже не как стрим, а как отдельное видео выпущу. Вот. Типа, охота на ведьму, когда ты этот серый страж командора отправился за своей ведьмой, ну, если у тебя был там, допустим, с ней какой-то роман, а он, типа, чтобы пощупать ее там за всякое, отправился за ней в путешествие. Ну, оно, говорю, там где-то час-полтора там. Даже можно даже целый стрим этому не посвящать, а просто как видео сделать. Вот, но в контексте конкретно нашей истории Dragon Age, оно как бы не очень и нужно. Это вот самое DLC охота Witch Hunt и все прочее. Потому что у нас же, как бы там ни была женщина, лесбийская, между прочим, и бурятская. Вот все как YouTube любит. Вот прям. Разве что не одноногая. Хотя мы это тоже можем организовать, в принципе. А так прям все. Негритянская лесбушная баба. Вот все как любит YouTube. Почему ты ефрейтор? Почему? Не А, знаю, почему ты ефрейтор. отобрали одну лычку. Как говорили в нашей, да и не только в нашей, в советской армии. Лучше иметь дочь проститутку, чем сына и ефрейтора, да? Хорошо, что я не он. И не она. Так, наши победили, да? Да. Между тем 20 тысяч опытов. То есть система прогрессии, условно, она везде одинаковая. В картофельных играх, что в танках, что в кораблях. Вот давай на Иле втором покатаем, да? Или? Иле. Ил-2 штурмовик, но на самом деле Ил-8. Восьмая модификация или какая-то там 77-я. Вот. Но в это как система, экономическая система, условно, экономическая система в танках очень агрессивная. В самолетах она наиболее щадящая. Вот. Потому что разработчики регулярно балуют свою аудиторию. Ну, во-первых, потому что она маленькая, ее просто несравнимо меньше. Вот. И как бы тут все намного лояльнее получается, чем в больших картофельных танках, условно. Полетаем. В этот раз на штурмовике. Надо же разнообразить, да, геймплей как-то. Давай виражи там крутить. Виражи крутить на Иле? Ты чё? А чё? Он большой, тяжелый и неповоротливый. Вот здесь сделай бочку. Он не сможет. Поближе подлететь. А еще еще попадать бы. Было бы вообще замечательно. Когда-нибудь я попаду. Когда-нибудь. Попал ракетой. Так, а можно... Можно как-то это...
У меня, по-моему, чуть свой не туда-сюда. Это было опасно, на самом деле. Все, захватили. Что-то уже на хвоста подсесть. Надо у кого-то помощи попросить, потому что кто-то это на хвосте у меня. Чё у меня это крыловинт не работает? Ничего, кругами полетаешь. А еще наших победили. О, вот это я понимаю, да. Виражимся, бля. Класс вообще, бля. У него тоже не работает. Да, да. И он еще улетел туда. Может мне кто-нибудь поможет вообще? Блин, я не вижу, в кого я стреляю. Еле увернулся. Все в дымах. Впрочем, не, ну тут местами Икшон-то тоже присутствует. О! Ура! Мне бы по-хорошему улетать отсюда. Слушай, вот, тут починиться-то можно где-то? Вроде бы есть же тут починка. Блин. Просрали точку. Че, починиться не успел? Не успел, захватили они всякое. Так захвати обратно. Я уже не смогу тут. Я не в состоянии виражиться с истребителями, как ты понимаешь. Откуда она появилась здесь? Просто вышка выросла из земли. Нормально. А? Нормально. Да. Как столбы вырастают, так же и вышки здесь. Неплохо. Полетим туда же. Че делать-то еще, да? Я вот так могу сделать. И не разбиться даже. А это тебе не Вартундер. Что-то долго это делал. Он же тяжелый. И огромный. И вот это вот все. Помощи можно попросить у кого-нибудь. Я, по-моему, по своему попал. Союзничку. Ой! Экшон начался же, да? Тут по это самое. Поинтенсивнее, да? Чем на бомбардировщике. Ну еще бы, конечно, помощь прибыла бы. Было бы вообще хорошо. А у этого, смотри, у него тоже веревка есть. Это бельевая. Ага. Может, поможет там кто-нибудь? Ты почти захватил. Или нет? Я это самое, я вот дальше на захват. Ты
Не, я там, конечно, что-то попинал. Вот, но вроде да. Там какая-то... Очки захват какие-то дали в итоге. У тебя там стрелок, что ли, сзади Да, сидит? он. Это у тебя та самая фиговая версия Ил-2? Тут их несколько версий Илов-то. Это, говорю, тут в игре написано то, что это Ил-8. Вот как на самом деле, я не знаю. Я не, опять же, я не специалист в самолетах и в этом вот всем. Знаю то, что в Ил-2 вот этого второго пулеметчика ставили. Ну, тут до этого есть ветки, получается, это 7-й уровень. 6-го уровня есть как раз этот Ил-2Д, типа двухместный, наверное. Он тоже с Ага. пулеметчиком. Вот, а до этого просто Ил-2 без пулеметчика. Еще какой-то Ил-2 модифицированный тоже с пулеметчиком. Это Ил-8, там дальше, что там, Ил-10 или Ил-20 будет. Блин, ну, опять же говорю, я как исторично это было, я не в курсе. Я не специалист. Я специалист в пиве, да, магазинном. Хотите послушать про историю и оружие? Кстати, есть замечательный канал. Вот. Ну, он по Вартундеру, но человек хорошо вещает, хорошо рассказывается. Вот идите, сходите на канал Алканафтера. У него же есть история оружия. Там можете послушать. Вот я иногда тоже хожу к нему, смотрю. Очень все здорово. Олега твой? Практически. По опасному алканафтному бизнесу. Мне кажется, всосем. Скорее всего. Так, сколько стрим идет? Мне скажут. Без понятия. Сейчас посмотрим. Сколько? Яндекс, я думаю, мне сейчас сообщит. Вот это вот, блин, когда они уже наймут себе не индусов, а нормальных программеров, чтобы ничего не пролагивало, блин. Потому что это невозможно. Он при начале боя, при выходе из боя, вот эти вот пролаги бесят, на самом деле. Лагает там, где лагов в принципе не может быть. Никаких. Так, 52 минуты стрим идет. Давай тебе, может быть, сделаем перекур. Зачем? Ну, надо. И перекурить, и что ты самое. Перивчик сделать, он же перекурчик, вот, все прочее. Данил Бериков, заходите, пожалуйста. И никакие мы не сектанты. Спасибо за подписку на ютубе. Я забыл это в начале стрима проиграть. Но будет как оно будет. Так. Берку тогда. Так, давай я, наверное, заглушечку включу. Нашу любимую перекурную, да? Зря старался, что ли, ты, да? Зря рисовал. Мы ее давно что-то не использовали как-то. Супер, давненько. Надо туда время поставить, чтобы минуты было. Ну, надо, да. Отчет, ну, я не знаю. Ну, ты можешь перерисовать, конечно. Так, а после перерыва полетим на злобный Люфтваффе. Вот, переключимся на Юнкерса 88P. Тут, кстати, по-моему, в игре какая-то историческая справка вроде есть. И воевал ли он вообще? Противотанковая модификация бомбардировщика Юнкерс-88 была построена несколько десятков самолетов, различавшихся набором вооружения. Тут даже есть историчная штука. Вот, правда, модификация.
того самого. Тут так и написано. Штурмовая модификация знаменитого пикирующего бомбардировщика Юнкерс 87 штука с усиленным вооружением и бронированным. Вот. А где сама штука, непонятно. Тут только ее модификация G. Вот. Ну, это стоит сказать то, что в Артундере там всяких разных модификаций тоже много, да? Там один самолет, и раскрываешь этот списочек, а там их еще 6, блядь. И А там вообще заблудиться можно. да. Вообще там и с самолетами, что с танками вообще прям. Там надо разбираться. Вот в Артандере я вообще ни хера не понимаю, но иногда прикольно полетать. Вот самолет мне там нравится, вот эта физика вся, все здорово. С танками сложно. После картофельных танков супер сложно. Зато весело. Ну да. Так, перерыв. Через 3 минуты продолжим.
Так, я отвернулся. Вроде бы. Да. На месте. Так, напоминаю, на прошлой неделе нарезочка вышла на Коммунисе по GTA 3. 20-минутная, можно посмотреть. Поставить лайк. Так, звук я не убирал. Где перекур, блин? Надо разобраться с этими сценами своими, потому что очень много, как оказывается. Ну что ж, так, обслуживание вроде есть. По модулю, да, у Юнкерса ни бомб, ни ракет, только мощный ствол. Опять же, я не знаю, насколько исторично, я не разбираюсь в этом. Ёвник. Ствол. Злобная люфтваффе. Вылетит, вылетит. Ведь насколько я удивился, когда зашел в самолет, оказывается, у нас есть какой-то клан тут существует из древних времен, каких-то 13-12 годов, наверное. Serb Game Live, скажем все. Он же наш любимый serbgame.ru, который сейчас просто существует. Вся движуха на streamcube.ru. И что это за черный экран? В картошке опять все сломалось? А нет, не сломалось. У нее бывает, я говорю, вот эти вот нанятые индусские прогеры, бывает вообще в этот, после загрузки она зависает напрочь. У них работы, наверное, отняли. Microsoft. Ну да. Они перестали клепать обновление для Windows 10. Потому что никаких проблем в последнее время не было после обновлений. Не исключено. Как раньше обновляешь Windows, Ну, раньше, обязательно да, что-нибудь сломается. да, там и синие экраны вот эти вот, да, десяточные. Постоянные баги там. Не? Сразу с двух рук стреляет. Это Да. тоже штурмовик, получается. Ибы. Ну да. Что-то со звуком картофельным вроде бы, да, Не случилось. знаю. Да? Я все равно не слышу. Ну, вот и я что-то перестал его слышать. Ты опять на немца? А не Люфтваффе. Это Volkswagen или Mercedes? Это Юнкерс. А кто это? Ну, кто-то был. Ну, как конструкторское бюро, наверное. Я не знаю, опять же не разбираюсь в этих самолетных делах. Захватили. Юнкерс, да? Юнкерс, да. Юнкерс. 88. Пи вроде ли как, да. Немецкая компания. Ну, да. Ну, так же, как и вот танкостроительные вот эти вот были, там, Хеншель, все вот это прочее. Хотя Хеншель, по-моему, и в этих самолетных делах вроде они там тоже что-то... И опять же, я не знаю, не специалист. Рейн Метал всякие. Мистер Шмидт. Ну это вроде самолетные дела, мистер Шмидт, да?
Экшон! Не влупиться бы еще куда-нибудь. Не, этот хотя бы, знаешь, по мобильнее, по виражести. На хвост мне вроде сел уже. Это Bosch. Бош? Да, Почему Бош? ну, потому что Bosch. Юнкерс придумал. Ну, не факт. Это вон Bosch мог недавно стать. Бошем недавно стал. А мне, может, кто-нибудь поможет здесь вообще? В этом нелегком деле. За мной же кто-то летает. А, 932 год. Кто придумал? В Ну, 932 в Bosch отошел. мир иной Нет. отошел. Ну, и как изначально компания Мир Иной отходит, его перекупает. Или до того продают. Тут турбач вообще просто дососали мгновенно. Все уже. Вон вверху, видишь, шкала очков заполняется. Просто мгновенное сосалити. Там еще дети в чатах агрессивные, оказывается, есть и здесь. Я думал, это только в танках. Но несмотря на супер маленькую аудиторию в самолетах тоже такое имеет место быть. Давай еще разочек. Юнкерса выгулим. Сладенько. Черри Найт. Лимонад. Почему лимонад? Не знаю. Ну, он пьется, да, как и лимонадик такой сладенький. Значит, лимонад. Но лимонад с 4 и 6 градусами, да? Спирта туда налей. Как это в детстве, юности, отвертка, да? Водка с апельсиновым соком. Вот. Ну, еще, правда, продавалась такая в 1,5 литрах. Сколько я помню. Ну, там не только, там, ну, отвертка была, и еще что-то было. Типа фихуни вот это. Фейхуя. Джин-тоник. Джин-тоник, да. И неплохой был, кстати. Сразу как 1,5-шку засадишь. Потом еще одну. И вообще хорошо. Кто-нибудь поможет? Ой. Это было опасно. Близко. Прям на бреющем полете прям вообще так это. Быренько нормально. Потом, наверное, следующий вылет совершим на Иле. Там хоть эти бомбы, ракеты есть. Ой, царапнул. Ты же уже на Иле.
Нет, я на это... Ты, Люфтваффе. ты в Египте. Юнкерс. Ты же в Египте летаешь. Египет. Ну, там Ш- пирамиды были. Шейх всея Египта. Ну да, в Египте. Ну, значит, на Иле. Ил. Река такая. В Египте. Блин, что-то я забросил этого ассасина египетского. Надо бы пройти и сделать стрим по этому интерактивному туру. Зачем? Ну, у нас же по Одиссейскому был. Значит, А, можно и... поэтому не будет. Почему? А зачем? Ну, так. Что было? Да ну. Не знаю, надо. Попадать-то будем, спасибо. Пойдем полетим, что-нибудь захватим. Польшу же захватили уже. Ну, так это вчера было. А. Надо сегодня что-то захватить еще. Ну, карты достаточно поменялись. Потому что я помню, когда вообще вот первый раз заходил, и это я не знаю, какой-то 12-й, наверное, год был. Там карты были приблизительно такие же, как в танках. Там, вот, допустим, есть этот Эль-Халуф, вот танковый, да, и там была такая же. Вот точно та же карта, только на ней не танки ползали, а самолет летали. Как бы там ничего нового не было. Я это самое землю вошел чуть. Я видел, да. Вошел так вошел. Тут приземляться нельзя. Вот чё. Вот. В Артундере можно. За это, кстати, там, по-моему, очки дают эти боевые опыта. Да. Если мягко приземлився. Так, а может... О, захватили. Ефрейтор дали. Уже ефрейтор. Только теперь обратно надо лететь. Полное превосходство. Ну вот, видишь. Тут, я говорю, за счет того, то, что много ботов, этот самый, тут игра тебе 50 на 50 как бы, да. Вот, либо ты насасываешь, либо не очень. Либо серия сливов, либо серия побед. Ну я там по 1500 метров. Там 1300, по-моему, эффективная дальность. Так, в гору не зайти бы. Аэродром захватили. Ладно, сейчас отобьем, я надеюсь. Через 17, 16, 15 секунд. Сколько там время? У меня правильно планшет показывает? 51 минута 24-го? Нет. Сколько? 47. Что-то убежал он уже.
Главное, чтобы вышка опять не выросла какая-нибудь. Она не выросла, ее просто быстро построили. Купили за голду. Да-да-да. Все, отбили. Аэродромы. Слушай, а тут, а это такой аэродром, на котором починиться можно? Нет. Аэродром. Тоже они... Есть авиабаза, есть аэродром, вот где починиться можно. А здесь это просто база. О, выиграли, смотри-ка. Ой, думаю, X2 позбивать, да, и с этих. Время уже к 12 клонится. Как раз там что-нибудь около 2 часов получится, и нормально, в принципе. Сессия в самолетах. Главное. Сейчас, конечно, может пойти все не в ту сторону. Потому что как начнется серия сливов, так и надолго. Вот. Не, кстати, танкистам тоже имеет, наверное, смысл поиграть в самолеты. Ну, по крайней мере, чтобы на компе там, на жестком они хранились, потому что у них вот новогодние акции там жирные проходят, там, ну и на всякие другие праздники. Сейчас уверен, то, что на 23 февраля тоже какие-то будут акции проходить, и из этих акций можно и свободный опыт, и голду выпить, который, к слову говоря, и свободный опыт, и золото, оно единое вместе с танками, поэтому свободка пригодится в любом случае. Вот. Ну и общий премиум аккаунт, который тоже активен в танках становится. Там, правда, есть танковый еще, но общий он, в принципе, то же самое, только без бустов вот этих танковых. А так опыт кредиты тоже дает. Такие же абсолютно. Кредиты, ипотеки. Да. Пара-пара-пам. Боты, вон, видишь, общаются еще между собой. Всем удачи, удача, спутник, смело. Вот это вот все. 7 метров под килем и вот это вот все дальше. А, это в этих. В кораблях. Уже вроде с якорями. Якорь мне бухнул. Да-да-да. Угас туда. Торпеду мне в бампер. Так, у этого, по-моему, 1200, да, дальность. Кто последний в Гильюм? Ульюн. Ой-ой-ой-ой-ой. Он взорвался. Не-не-не, почти. Блин, попал, не попал. Не знаю, не, попал вроде. Полетели. Дальше вообще по-хорошему перезарядиться бы, ну ладно. Долго. Где-то что-то около минуты, по-моему. Бомба кдшится. Есть там модельки зданий сплющенные какие-то. Ну, такое. Я не знаю, я не нашел опцию сделать этот самый. Расплющить. Расплющить, да. Сделать графен хотя бы уровня Assassin's Creed. Этого самого одиссейского. Там она, ну, кстати, тоже не самая хорошая, но прикольная. Там виды классные. У тебя хвост отвалился. Да. Противник на хвосте. И полетел. Оторвали хвост.
Француз. Вишенки. Правильно, тут, блин, уже реактивы. С 8 уровнями же. А, нет, 6 и 7. Ну, тоже какие-то реактивы, вон, я увидел. А то от них убегать очень это... нездоровое занятие. Вот и куда лететь? Самое главное, к кому? Куда-нибудь. Ну вот одна... Все 3 пока захвачены. Вот сейчас еще и 4-ю, наверное, захватит. А можно мне кого-нибудь в сопровождение? Что там уже ко мне кто-то бежит сзади, я вижу по миникарте. Развернись. Я разворачиваться буду 3 года. Ой, там ракета пошла. Кета. О, захватили. Там сверху где. Горю! Жопа горит! Не, ну этого не исключено, то что я его заберу, да. Бортстрелком. Там вертит туда-сюда. Туда-сюда, а другой-то фуловый. Надо его обмануть. Чем? Не знаю. Блин, я сейчас после этого, после боя покажу один летательный аппарат. Блин, я правда не знаю, был он... А, и мы сейчас это, справку от картошки прочитаем. Что это вообще за НЛО? Ну, то есть тут какие-то тоже вон встречаются. Я когда первый раз увидел, вообще охренел, думаю, что ты такое? Вот, а потом залез в американское дерево развития прокачки. Вот и увидел это чудо там. Нажрались гамбургеров, запили колы и придумали. Да, Еще пару дороже снюхнули. конечно. Примерно. Ну а как иначе-то без этого? По-другому не работаем, да. Чё-то я кнопку потерял. Ракет. Ой. Какой ужас. То на борт стрелка, то на ракету. И в итоге это протаранил визави своего. Это вот тоже что-то непонятное. Летающее. Да вообще вундервафли нафиг. Ну. С винтом в заднице. Ну, сейчас победим уже. Как оно летает. Оно плывет по воздуху. Ходит. Победа. Тоже хорошо. Так, что там по опыту-то хоть? 3000. Блин, и опыт в боях. Но они, конечно, гораздо в основной, в большей степени, в большей массе своей продолжительные, гораздо продолжительнее, чем в танках. Вот. Но опыт сыпет нормально. Там
4, 5, 6, там, 7, 8 тысяч можно за один вылет получить. В этом плане все хорошо. Так, вот, японо-китайское дерево, не-не-не. Европа, Китай есть. Так, где это? Вот, США. И это вундервафля. Ее можно? Вот. Вот это... Что ты такое, блин? Так, давай этот, как его, прочитаем заметку. Экспериментальный палубный истребитель с уникальной компоновкой не был принят на вооружение в связи с появлением реактивной техники. Ты видишь вот это вот, плюшку? Плюшка, да. Вообще жесть, блин, палубный истребитель, блин. Лаваш. И построили ведь, наверное, раз это на вооружение не был принят, но, наверное, строили же. Где-то я еще видел тоже такую же. Практически вон тут такие. Сеньор Донер. Да-да, донер. Донер-кебаб. Или у немцев, что ли, я там видел всякое. Немецкий гений, он такой. Это. Челоматка. Разработан на базе концепции БВ Пи-212 в марте 1945 года. Проект был одобрен Люфтваффой и рекомендована постройка прототипов. Однако до окончания войны были проведены только теоретические расчеты характеристик нового самолета. То есть это тоже бумажный такой самолет здесь. Ну, картошка, она везде картошка. Она что в это... Танки вводят, которые где-то на салфетке или на туалетной бумаге там какой-то чертеж был придуман в пьяном и наркотическом угаре. Поэтому тут как бы удивляться вообще нечего. Так, давай тоже разнообразим немножко. Вылетим на тяжелом истребителе. Смотрим. О, да, там типа птеродактили сидят. Птеродактили сидят? Он на крыше ангара. Во, полетели они куда-то. А вон еще сидит. Чувак стоит, думает, что ему делать. Курит, что ли? Не знаю, не видно. Ой, блин, не то. Поставил, не ту бочку поставил. Надо впрыск. Восстановление моторов. Ладно, хрен с ним. Зачем там Уралы стоят? Подвозят всякое. Это у нас Hornet, тяжелый истребитель 7 уровня целого. И одни боты просто. Вот 2 последних это чувака, все остальные это боты. Вот и третий чувак. 4 человека в команде противников. У нас примерно так же. Один вышел. Тан-тан, тан-та-да-да-дан, тан-тан, тан-та-да-да-дан. Хорнет угнетает. На самом деле мне он вообще не понравился. Хорнет. А, мне сегодня, точнее вчера, или сегодня, патч вышел на Киберпунк. Кого они там? Внедрили съемную писку? Не знаю. Или она была уже? Может быть, баги исправят. Которые с выхода еще не исправлены. Они должны были еще 2 года пилить этот киберпанк перед тем, как выпустить. Ну, исправить бы хотя бы. Но нет. Поэтому я его не буду запускать до того времени, пока они все не починят. Пока он не будет нормальным, каким его заявляли. Ну, в целом, конечно, и вообще не очень хочется в нее играть, потому что мне не очень тематика близка, чем так.
Интересно. Киберпук. Да, все вот эти киберпанки и вот это вот все. Вот, я обратил свое внимание на эти, как они, Dark Pictures, да. Эти вот там Little Hope, до этого что-то этот чувак из Медана, или как он, Медан, что-то такое. И вот то ли в конце того года, то ли в начале этого еще одна часть вышла. Как он? Эшес что-то там. Либо. Я, по-моему, скидывал что-то про эти. Такая антология ужасов из 3 частей, но там вроде 4-ю еще планируют. Так что, не знаю, может как-нибудь можно попробовать поиграться, пройти. Ой, я уже затек, ведь надо скорее сбивать X2 и заканчивать, наверное, на этом. Может так закончить? Как так? Вот так. Вот так в полете, да? А почему нет? Бот там доиграет за тебя. Нет, а тут как, когда выходишь, у тебя самолет туда-сюда взрывается, короче. И бот не играет за тебя. А чё, в Артундере играет? А там вообще ботов нет. Ну как? Это там тоже не сказать бы, что аудитория слишком шибко здоровая. Они же не облегчают игру. Та, там ночью вообще в бой зайти нереально, фактически. Хотя, может, да, если зайти нереально, значит ботов нет. Вроде. Там хрен его знает. А тут Вот вводит ботов, да, это же облегчает игру, ёбаный. О, в том же это, как его. Это фигня, пубг. где? Пупк. А чё там? Я не... Ну, когда ты уходил, там только люди играли, а сейчас ты, блядь, если зайдешь в игру, будешь вместе с ботами играть. Ну, наверное, людям надоел уже этот Он, наверное, потому что сложно было. кубок. Ты знаешь, боты тоже боты. Некоторые люди вообще хуже ботов всяких играют. Че он там, догорит, нет? Не догорит. Виражиться с истребителями тоже занятие такое себе. Кажется, он тебя переиграл. Да хули он здоровый, блядь. Еще и без крыла. Как тут летать-то? Ту территорию захватывать. Жёрк. Вот это бот.
Может, просто Жорик. Не-не-не. Такие вот ники не работают. Для ботов заняли, да. Типа того. И фультер. Соси пишет. А? Соси пишет. А точно. Грозовой фронт. Типа вылет. Возможен будет. Вот тут вылетов гораздо больше, тут по времени ограничено, не то что в этом. Ну, в War Thunder там тебе изначально, да, дается энное количество Ага. самолетов. А тут как таковое оно не ограничено, ограничено только временем. Перегревы всякие, Такое. да? Такое говорю. Наши победили. Там бомбарь где-то летает, надо за ним слетать наверх. Где-то высоко. Сейчас терять скорость начнет. Да-да-да. Так, надо выровняться. Продолжить преследование. О, победили, смотри-ка, нифига себе. Так, что там уже 12, да? В принципе, можно завершаться. Да. Вырубай эту фигню. Товарищ Сварплунис, если что, свяжитесь с нами. Ссылка для сотрудничества в описании. Вот. От денег мы не откажемся в любом случае. Так что нормально все. Ладно, господа, всем огромный привет и огромное спасибо, кто посмотрел. Увидимся. Ну, запись, скорее всего, на Гамгунисе завтра выйдет. Увидимся в прямом эфире в четверг или в пятницу. Будет Dragon Age Origins, а затем GTA San Andreas будет продолжаться. Все, всем огромное спасибо. Берегите себя. Доброй ночи. Ага. Да. До следующего стрима или видео. Вот так вот.